Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rus. Всем привет, с вами Александр Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и мы продолжаем серию выпусков про ВВД-системы в страйкболе. Сегодня мы поговорим про методы заправки ВВД-баллонов. В России ВВД-баллоны можно купить в мастерской Кюгельвефер. У них есть баллоны как для размещения в рюкзаке, так и небольшие баллоны для прикладов Airstock. Вернемся к заправке. Сразу скажу, ваши сильные легкие, велосипедный насос или автомобильный компрессор — это все мимо. Дело в том, что человек может надуть меньше 1,5 атмосфер. Велосипедный насос около 7 атмосфер, автомобильный компрессор около 12 атмосфер. И даже компрессор в автосервисе у вашего приятеля может развить всего 16 атмосфер. Тогда как в баллонах ВВД давление доходит до 300 атмосфер или 4500 PSI. Да к чем же заправлять такие баллоны? Ведь баллона для размещения в рюкзаке хватает на 1,5-2 пакета шаров. А такого баллона всего на несколько магазинов. Мы разберем самые распространенные варианты с их плюсами и минусами, а вы выберите тот, который вам ближе и доступнее. Для начала мы познакомимся с быстроразъемными соединениями, в простонародье фостерами, и заправочными станциями. Быстроразъемные соединения — это соединения, которые можно подключить или отключить одним движением. При этом разъем, находящийся под давлением, автоматически запирается и не стравливает воздух. Заправочная станция — это небольшая конструкция, подключаемая к большому баллону, позволяющая контролировать с помощью манометра и клапана процесс заправки, а также сбрасывать давление в заправочной линии перед отключением. Ведь в этой линии огромное давление — 200-300 атмосфер. Где и как можно заправлять баллоны? Первый вариант — это заправка в пейнтбольных клубах. Наверное, самый доступный вариант. Если у вас в городе есть пейнтболисты, обратитесь к ним. Если они играют не на CO2, то не откажут в просьбе заправиться воздухом. Делов на пару минут и 50 рублей за старание. Поскольку они играют с точно такими же баллонами, проблем с переходником на фостер не будет. Минусы. Пейнтбольные клубы есть не везде, и некоторые клубы играют на CO2. Второй вариант — заправка в предприятиях Техгаз. Существуют предприятия, которые в прямом смысле занимаются продажей воздуха. Правда, специализируются они на продаже больших баллонов и с вашим литровиком могут не захотеть возиться. Да и о заправочной станции или переходнике на фостер вам нужно будет позаботиться самостоятельно. Третий вариант — заправка у пожарных. Эти доблестные ребята есть в любом крупном населенном пункте, и их дыхательные системы работают также на сжатом воздухе с давлением 200-300 атмосфер. В пожарных частях есть компрессоры, которыми можно заправить и ваш баллон. У них также можно сделать и гидротест. Однако уговорить их заправить вам баллон и заправочная станция — ваша забота. Четвертый вариант — заправка у дайверов. Дыхательные аппараты дайверов также работают на ВВД. И поскольку они люди, увлеченные своим хобби, то с пониманием отнесутся к вашим потребностям. И да, заправочная станция опять на ваших плечах. Пятый вариант — транспортный баллон. Если у вас в команде несколько ВВДшников, у вас есть свободные 10 тысяч рублей и место в багажнике, можно купить баллон на 7, 10, 40 литров. Заправочную станцию и заправляться от него. Ввиду набирающей популярности темы ВВД в российском страйкболе, некоторые мастерские планируют на крупные игры выезжать с транспортными баллонами, от которых смогут заправлять любого желающего прямо в лагере или в мертвятнике. Очевидно, что заправочная станция с фостером у них будет. Например, мастерская Кюгельвефер планирует приторговывать воздухом на крупных московских играх. Тут есть небольшой нюанс. По мере опустошения транспортного баллона давление в нем будет падать, и заправить ваш баллон по полной можно будет только один раз. Особенно это актуально для маленьких баллонов для аэрстоков, где на счету каждый выстрел. Шестой вариант — насос высокого давления. Самый автономный вариант. Позволит заправляться хоть дома, хоть в рейде. Заодно и мышцы подкачаете, ведь на заправку 1-литрового баллона уйдет примерно 2 часа. К минусам такого решения, помимо высоких физических нагрузок, можно отнести стоимость в 10 тысяч рублей и повышенную влажность воздуха ввиду отсутствия качественных осушителей. Седьмой вариант — самый дорогой компрессор высокого давления. Стоимость больше 100 тысяч рублей, поэтому он подходит для клубов или мастерских. Купить PNV 3+ или компрессор высокого давления — решать вам. Однако качественный компрессор позволит качать как баллоны всех друзей клиентов, так и транспортники. Недавно мы наткнулись на бюджетные компрессоры высокого давления китайского производства.
В среде любителей пневматики они довольно успешно используются для накачки небольших резервуаров. Опыта применения в режиме литровик на 4500 PSI каждую неделю пока нет. Отдельно стоит сказать пару слов о технике безопасности и гидротесте. Основных правила два. Не используйте минеральных смазок в ВВД-системе, они детонируют при высоком давлении, и не пользуйтесь баллонами без гидротеста. Каждый баллон при производстве опрессовывается давлением, превышающим рабочее в 1,5 и более раза. Это значит, что баллон, рассчитанный на 300 атмосфер, проверяется на 400 атмосфер и более. На каждом баллоне обязательно должна быть надпись о дате проведения гидротеста. И для каждого типа колб есть регламент проведения повторных опрессовок. То есть колба, пролежавшая на балконе 5 лет, скорее всего, имеет просроченный гидротест. И вам откажет в заправке любой здравомыслящий заправщик. Провести гидротест можно в соответствующих организациях. Ну и на этом, пожалуй, все. С вами был Александр Евгеньевич. Не забывайте поставить класс, подписаться на нашу группу ВКонтакте, страницу на Фейсбуке и, конечно, на наш любимый YouTube канал. Всем пока!